Челябинск – один из крупнейших городов России. Он расположен на географической границе Сибири и Урала. Таким образом, посещая Челябинск, мы покидаем Сибирь и отправляемся далее, на Урал. Челябинск известен тем, что сюда во время Второй мировой войны были эвакуированы оборонные предприятия и заводы из центральной части России. Город даже получил неофициальное название Танкоград, благодаря тому, что с начала войны здесь было налажено производство военной техники. Видимо, с тех пор в городе сохранился какой-то еле уловимый милитаристский дух. Но зато здесь есть памятники Владимиру Ленину. Да еще какие! Такое я вижу впервые в жизни. Это зиккурат, это пантеон, посвященный Владимиру Ильичу Ленину. Он явно задумывался для жертвоприношений, боюсь, что человеческих, потому что вот круг, образованный 12 мертвыми пионерами. И все это сходится Владимиру Ильичу. Памятник истории, да, я бы его оставил. В качестве, например, восковой фигуры я бы даже в этот мавзолей его запихал. Ну вот как дома. Да, как тело бы я бы захоронил. А вот лично для вас, что такое Владимир Ильич Ленин? Вождь мирового пролетариата. Сейчас пошла демократия, сейчас пошла вот эта вот свобода. В итоге, чем больше свободы, тем больше рамок у людей. С Лениным, со Сталиным, как бы это жестко не было, они правильно могли управлять людьми. И сейчас сильно много свободы дали людям. Им это тупо не по силам. При неправильной власти народ будет уставать. При правильной власти, когда у нас жесткий диктат, когда человеку просто, каждому человеку говорят, что ему делать. Он просто знает, что он делает, и он живет за это. Ну-ка, положь камень. Положь. Это именно память, чтобы каждый человек мог посмотреть, что да, действительно был такой человек, который все равно наше старое поколение, бабушки, дедушки, они все равно в душе поддерживают его, они жили всю жизнь с этой идеей, и необходимо оставить, я считаю, да. Это же было сделано ради общего мира, равенства, братства, правильно? Люди, допустим, поколение воспринимало, это нормально, как должное. Человек человеку, товарищ, брат. Такие же девизы были. Не человек человеку волк, как, допустим, сейчас дикий капитализм. Людоедство в образованной форме сейчас происходит, да, другими словами. И манера общения у людей. Люди те же самые, а взаимоотношения совершенно другие между людьми. Широкий выбор был. Человек мог сориентироваться и в профессии, он мог найти с детства уже потихонечку свою дорогу мог выбрать. Кем он будет? Слесарю, кесарю, как говорится. Кто в бокс, кто в дзюдо, кто куда, все. И сейчас я вижу тенденцию улучшения, вот именно в Челябинске, улучшение спорта. Вот, допустим, у меня сын занимается дзюдо, у него 6 медалей, кубок выиграл, он уже нормально. И идет возрождение спорта, да, вот именно тенденция к возрождению спорта. В Челябинске зародился новый вид спорта – русский футбол. Конечно, любопытно, чем отличается этот вид футбола от традиционного. Правила игры, надо заметить, с первого взгляда непонятны. Но главное, спортсменам нравится мутузить друг друга и бегать с мячом. Один мяч, задача занести мяч в сторону противника. Сейчас пару раундов, даже не пару, наверное, раунда 4 будем играть без ударов. Потолкаем. Игрока с мячом бить нельзя, его можно хватать, его можно толкать, его можно сзади захватывать, его можно валить. Пасы
пасы разрешены в любую сторону, но в рамках зоны. Вот так, видите, да? Наша русская забава стенка на стенку. Ну, в современных реалиях ее возродить невозможно, потому что и человек не тот, и время не то. То есть, ну, ее можно оставить вот только на праздник, там, Масленица или еще какой-нибудь крупный праздник. А так, чтобы там каждый день можно было этим заниматься, вот как раньше, каждую неделю сходки деревня на деревню было, ну, такого уже нельзя сделать, потому что мужчины нынче более женственными стали, в отличие от женщин, которые стали более мужественными. Скажите, пожалуйста, сейчас достаточно давно уже идут эти споры и разговоры о том, чтобы захоронить Владимира Ильича Ленина. Какая цель захоронения? То есть, если захоронить, потому что, ну, невозможно уже хранить его, да, тело, потому что он разлагается или еще что-то. Это одно. А если захоронить, потому что, исходя из идеологии, да, то есть, ну, тогда это я против захоронения, потому что, во-первых, это наша культура, это наша история. То есть, и даже если вместо настоящего тела восковая фигура, даже если лежит, то пускай она лежит. Это, ну, наша история, и туристы туда все время рвутся. Ну, Ленин — это человек, который оказался в нужное время в нужном месте. То есть он же даже революцию не делал, по сути, вот первую, февральскую. Он приехал уже позже революции, через 2 месяца. То есть, ну, единственное, что он сделал, это взял власть в свои руки, когда другие от нее отказались. В 70 километрах от Челябинска находится небольшой городок Карабаш, который мы очень хотели посетить. В городе еще с дореволюционных лет налажено производство меди. После революции 1917 года оно было на несколько лет приостановлено из-за гражданской войны, но затем вскоре возобновилось с новой силой. Считается, что над той частью Земли, где располагается Карабаш, находится самая большая озоновая дыра в атмосфере нашей планеты. И что если бы не природа Урала, которая самоотверженно из последних сил борется с выбросами, то сюда без специальной экипировки никто не смог бы приехать. Но люди здесь все же живут, ходят в школу, работают. А мы посетили местную библиотеку и поговорили с одной из сотрудниц. Мое время, вот когда я в школе училась еще, у нас тут было, может быть, хорошо. У нас везде горели фонари. У нас ходили автобусы. Их вот было 4 на наш город хватало, больших автобусов ходило. Вот. У нас 2 дома культуры было, кинотеатр был, 2 стадиона было. Вот таких вот дорог не было. Постоянно были все дороги отремонтированы. А швейная фабрика была, радиозавод, ремонтно-строительный участок у нас был, подсобное хозяйство было от комбината. Ферма была, держали поросят, коров, доили, лошадей, кумыс сделали. Теперь у нас ничего нет. У нас вообще ничего нет. Вот. Все уезжают из города-то. Молодежи нет. Им неинтересно, ну действительно их можно понять тоже. Учитывая, что все знают про экологическое состояние вашего города, у вас есть собственное хозяйство? Да, конечно. Выращиваете, да? Да. Картошка черная. На яблонях сейчас несколько яблок висят, желтые листья, и появился цвет. Распускаются у нас яблоки в сентябре. В сентябре. Да, вот такое дело. Сейчас постоянно звоним, постоянно ругаемся с ними, чтобы вот газ нам сюда не давали, не пускали, хоть убавили бы как-нибудь. Ну, это, конечно, нереально. Ну, мы привыкли здесь. Нам не надо большого города. Мы, как бы сказать, надо что-то вот срочно здесь у нас нет. Вот съездили в Челябинск, допустим, там мясо. Все, и опять домой. Производство меди из медной руды сопровождается высоким выделением вредных веществ, преимущественно газов с содержанием мышьяка и серы. Это поэтому жители города звонят на завод и просят убавить газ. Наверное, есть заводы, на которых используют хорошие очистные сооружения, которые сокращают количество вредных выбросов в атмосферу. Можно сказать с уверенностью, что Карабашский завод точно не входит в их число.
Вообще, жители города даже в таких условиях жизни не лишены чувства юмора и сказали нам, что мы приехали не в то время. Сейчас якобы ничего интересного, кроме желтого воздуха. Так что, если вы когда-нибудь решите провести отпуск в Карабаше, приезжайте сюда зимой и посмотрите на оранжево-розовый снег. Жители говорят, что он даже греет. Ну а остановиться здесь можно в местном санатории «Синие горы».